течение нескольких недель мужчина страдал от таинственных укусов, которые появлялись каждое утро, оставляя его кожу красной и безудержно зудящей. Он думал, что это обычное заражение постельными клопами, но когда врачи наконец выяснили правду, ужасающее открытие повергло всех в шок. В течение нескольких недель Джон жил как в кошмаре. Каждое утро он просыпался с новыми красными пятнами на руках, шее и туловище. Зуд был почти невыносимым и постоянно напоминал о том, что ночью что-то ползало по его коже. Он перепробовал все, включая стирку простыней в горячей воде, пропылесосить каждый уголок, распылить безрецептурные инсектициды. Тем не менее, укусы они продолжали появляться, и он был уверен, что это клопы. Что еще это могло быть? После очередной бессонной ночи Джон стоял у своей кровати, уставившись на матрас так, словно это был враг. Он медленно откинул простыни, выискивая малейшие признаки движения. Ничего не было. Ни крошечных насекомых, ни пятен крови, ни сброшенной кожи. Это сводило его с ума. Он начал проводить исследования в интернете, надеясь подтвердить свои подозрения. Каждый поиск приводил к одному и тому же преступнику — постельный клоп. Из рекомендованных методов их обнаружения, таких как осмотр матрасов, проверка швов на мебели, установка ловушек, ничего не помогло. Если бы это были клопы, он бы уже нашел хоть какие-то доказательства. Однажды ночью, в отчаянной попытке поймать их на месте преступления, Джон настроил камеру своего телефона на съемку своей постели, пока он спал. Он аккуратно расположил ее, убедившись, что на ней хорошо видна его подушка и все вокруг нее. Он лег спать, чувствуя себя неловко, но преисполненный решимости. На следующее утро он просмотрел отснятый материал. Первые несколько часов ничего не происходило, но около 3 часов ночи он заметил кое-что странное. Его одеяло слегка сдвинулось, как будто под ним что-то двигалось. Он не мог различить очертания, только смутную рябь. Но когда он остановился и увеличил изображение, то не увидел ни насекомых, ни клопов, ничего узнаваемого. Только тревожное чувство, что там действительно что-то есть, просто слишком маленькое или слишком быстрое, чтобы его можно было разглядеть. В тот же день Джон позвонил в компанию по дезинфекции. Ему нужны были профессионалы. Когда прибыл специалист, мужчина средних лет по имени Андерс, он терпеливо выслушал, как Джон описал проблему. Андерс задумчиво кивнул, делая пометки в блокноте, затем надел перчатки и начал методичный осмотр спальни. Он осветил фонариком каждый шов на матрасе, разобрал каркас кровати, заглянул за изголовье вдоль плинтусов и даже осмотрел коврики. Спустя час Андерс покачал головой. «Я не нахожу никаких признаков присутствия постельных клопов», — сказал он, озадаченно нахмурив лоб. «Ты уверен, что укусы случаются ночью?» Джон потер затылок. «Да. Я просыпаюсь со свежими ранами почти каждое утро. Они ужасно чешутся, выглядят как укусы постельных клопов. Что еще это может быть?» Андерс вздохнул и поднял руку, чтобы почесать свою челюсть.
Я не знаю. Иногда люди принимают укусы других насекомых за укусы постельных клопов. Это могут быть блохи. У вас есть домашние животные? Нет, сказал Джон, и в его голосе послышалось разочарование. Я живу один. Домашних животных нет. В последнее время не выезжал. Только эти укусы, которые никак не проходят. Андерс сочувственно посмотрел на него. Я мог бы установить несколько профессиональных ловушек, посмотрим, поймаем ли мы что-нибудь. Если ты не против, я оставлю их на ночь и вернусь завтра. Джон согласился. Он почувствовал проблеск надежды. Может быть, ловушки Андерса подтвердят наличие клопов, и они смогут от них избавиться. В ту ночь он снова попытался уснуть, зная, что ловушки расставлены. Но зуд, как всегда, вернулся. На следующий день Андерс вернулся и проверил свои ловушки. Он озадаченно покачал головой. Ни одного улова. Эти ловушки специально разработаны для приманивания клопов. Если бы они были здесь, мы бы уже увидели хотя бы одного. Он уставился на Джона, приподняв брови. Я мог бы порекомендовать вам обратиться к дерматологу. Возможно, это кожное заболевание, напоминающее укусы насекомых. Плечи Джона поникли. Последнее, чего он хотел, это еще один тупик. Но он записался на прием. Дерматолог доктор Гарри осмотрел места укусов, взял биопсию одного воспаленного участка и пообещал сообщить о результатах. Тем временем он прописал крем для снятия зуда. На краткий миг Джон подумал, что, возможно, все это было у него в голове. Но следы были такими отчетливыми, а ночной зуд не вызывал сомнений. Он вернулся домой в плохом настроении. Он хотел попробовать крем, дождаться результатов анализов и посмотреть, останутся ли укусы. К тому времени, когда доктор Гарри перезвонил ему, у него были новые укусы на запястье и под мышкой. Голос дерматолога по телефону звучал осторожно. «Ваша биопсия показала воспалительную реакцию, характерную для укусов насекомых. Нет никаких признаков того, что это вызвано дерматологическим заболеванием. Что-то тебя кусает, Джон». Он почувствовал озноб. Тогда почему никто не может их найти? Последовала пауза. «Я бы хотел порекомендовать вам энтомолога, специалиста по идентификации насекомых. Я знаю, это звучит необычно, но, возможно, мы имеем дело с чем-то менее распространенным, чем клопы. У меня есть коллега, который время от времени консультирует по таким загадочным медицинским делам, как это. Если вы не против, я могу назначить встречу», — предложил доктор Гарри. Джон согласился, хотя мысль о том, что его проблема настолько необычна, что требует привлечения точечного специалиста, вызывала у него беспокойство. Через неделю он встретился с доктором Чангом-энтомологом, известным своими консультациями по редким случаям. Доктор Чанг поприветствовал его ровным, ободряющим тоном. «Я понимаю, что вы прошли через тяжелое испытание», — сказал он, просматривая записи, которые прислал доктор Гарри. «Вы уверены, что такое случается только у вас дома?» Джон кивнул. «Я никогда не получаю новых укусов, когда остаюсь ночевать в доме своих родителей или даже когда ночую у друзей. Это происходит только в моей спальне».
Доктор Чанг заинтригованно наклонил голову. Это говорит о том, что источник локализован. Если это не клопы, то это может быть что-то совсем другое. Давайте тщательно изучим обстановку, в которой вы спите. Он достал небольшой набор, в который входили увеличительные линзы, пробирки и предметные стекла. Вернувшись в квартиру Джона, доктор Чанг медленно и методично, используя налобный фонарь и лупу, осмотрел матрас, постельное белье и каркас. Он взял небольшие образцы пыли и волокон со швов матраса и тщательно запечатал их во флаконы. Он даже собрал немного деревянной рамы кровати в пакет для образцов. На протяжении всего процесса он говорил очень мало, только время от времени кивал. Джон внимательно наблюдал за ним. Он заметил, что доктор Чанг слегка напрягся. Это произошло, когда энтомолог приподнял угол матраса и осмотрел его нижнюю сторону. Доктор Чанг, нахмурившись, поднес лупу поближе, затем быстро взял образец. Его лицо ничего не выражало, но Джон почувствовал, что что-то было найдено. «Вы что-то увидели?» — спросил Джон, его голос прозвучал более настойчиво, чем он хотел. Доктор Чанг поджал губы. «Я не совсем уверен. Я заметил что-то необычное. Мне нужно проанализировать образцы под микроскопом. Давайте пока не будем делать поспешных выводов». Сердце Джона упало. Еще одно ожидание — еще одна ночь неопределенности. Но он понимал необходимость тщательности. Доктор Чанг ушел со своими образцами, пообещав позвонить, как только получит какие-либо ответы. В ту ночь Джон покинул свою спальню ради относительной безопасности дивана в гостиной. Он укрылся свежевыстиранными одеялами, цепляясь за надежду, что вдали от кровати ему станет легче. Но когда он проснулся, его сердце упало. На лодыжке появились новые укусы и красные рубцы. Его желудок скрутило, когда он потер раздраженную кожу, и до него дошло. Что бы это ни было, оно распространилось. Оно не ограничивалось его постелью. Он чувствовал, что это невозможно остановить. Пока он размышлял, что делать дальше, зазвонил его телефон. Джон схватил трубку. Это был доктор Чанг. Его голос на линии звучал резко и настойчиво. «Джон, мне нужно, чтобы ты немедленно приехал в мою лабораторию». От настойчивости, прозвучавшей в его тоне, у Джона скрутило живот. «Всё плохо?» — спросил он едва слышно. «Я всё объясню, когда вы приедете», — ответил доктор Чанг. По дороге в лабораторию Джон лихорадочно соображал. Его ладони, лежавшие на руле, были влажными, а мысли прокручивали самые худшие сценарии. К тому времени, как он вошел в маленькую стерильную лабораторию, его нервы были на пределе. Доктор Чанг поприветствовал его коротким кивком, выражение его лица было необычно мрачным. Он указал на стол, где под мощным микроскопом стояла маленькая чашка. «Это образцы, которые мы взяли с вашего матраса. Посмотрите сами, что мы обнаружили», — сказал доктор Чанг. Джон наклонился, прищурившись в окуляр. Когда он понял, на что смотрит, он закричал.
Сначала Джон увидел что-то похожее на пыльные рвы и волокна ткани. Затем он заметил крошечные фигурки существ размером меньше булавочной головки. У них были длинные, тонкие тела и несколько пар ног. Они не были круглыми и красноватыми, как клопы. Они были тонкими и быстрыми, на вид почти червеобразными, с крошечными конечностями. Что это? Джон отстранился, его голос был едва слышен. Доктор Чанг наклонился ближе к контейнеру, сосредоточенно нахмурив брови. Он поправил очки, его голос звучал тихо и обдуманно. «Мы определили вид», — начал он, и его тон не оставлял места для сомнений. «Это называется Триатома инфестанс». Сердце Джона упало. Что это такое? Доктор Чанг объяснил, что это паразит, обычно встречающийся в Южной Америке. Они известны своим агрессивным питанием и способностью адаптироваться к окружающей среде. Они питаются жидкостями организма, и их укусы похожи на следы постельных клопов. Джон почувствовал, как у него сдавила грудь. Насколько они опасны? Голос доктора Чанга был тверд. Очень. Они могут вызывать тяжелые кожные инфекции, аллергические реакции и даже вторичные заболевания, которые могут передаваться через их слюну. Они не просто кусают вас. Они гнездятся и размножаются в щелях каркаса вашей кровати, возможно, даже в стенах. Каждую ночь они появляются, чтобы покормиться. Они почти невидимы невооруженным глазом, а их укусы имитируют реакцию постельных клопов. Вот почему все были одурачены. Джон почувствовал приступ тошноты. «Но как они сюда попали?» — спросил он, изо всех сил стараясь сохранять спокойствие. Доктор Чанг покачал головой. Это могло быть связано с импортной мебелью или посылкой, доставленной из-за границы. Иногда эти организмы путешествуют автостопом с грузом. Но нам нужно действовать быстро. Я собираюсь вызвать специализированную команду. Позже, тем же вечером, Джон стоял в углу своей гостиной, когда небольшая группа экспертов в защитном снаряжении вошла в его спальню. Доктор Чанг наблюдал за ними из коридора, указывая туда, где он брал образцы. Команде удалось уничтожить большую часть колонии, используя комбинацию методов, в том числе интенсивную термическую обработку и специализированный раствор, импортированный из передовой исследовательской лаборатории. Это был тщательный и тревожный процесс, но в конце концов они объявили, что заражение ликвидировано. Когда Джон, наконец, вернулся в свою квартиру, ему показалось, что он попал в новое место. Кровать заменили, стены отремонтировали, все поверхности простерилизовали. Теперь все было в безопасности. Неделю спустя Джон встретился с доктором Чангом в лаборатории для окончательного опроса. Он объяснил, что существа, вероятно, были завезены через импортную мебель, которую Джон купил на складе со скидкой несколько месяцев назад. Личинки приспособились к условиям жизни человека, быстро размножались и питались им каждую ночь. Это была новая разновидность паразитов, о которой теперь будут предупреждены специалисты по всему миру.
Возможно, изменятся процедуры проверки определенных импортных товаров. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.